Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Армении и Азербайджане. Ну, сейчас будут новости, касающиеся ситуации в Карабахе. Я верю в победный дух Карабаха, в волю армянского народа и заверяю, что Карабах никогда не будет в составе Азербайджана. Заявил их лидер, их, как сказать, фюрер по-немецки, Ишхан Сагатирян. Вот он на фотографии. Там у них праздник вчера был. День Армянской революционной федерации, Дашняк Цутун. Так, и вон, как сказать, вот этот самый Сагатилян там всех поздравлял. К сожалению, сегодня это не так. Поскольку эта их организация ранена, поскольку родина расколота, большая часть Карабаха находится под контролем врага, типа Азербайджана. Вражеские войска сегодня находятся уже на суверенной территории Армении. Вот так вот заявил Ишхан Сагатилян. Он подчеркнул, что мы находимся на очень трудном и судьбоносном этапе в истории армянского народа. Но у этой организации есть своя миссия. Дашняк Цутун – национальная организация, имеющая прошлое, живущая настоящим и обладающая видением будущего. Эта организация, он считает, защитник своего народа, солдат своего народа. Я верю в миссию Дашняк Цутун, в волю армянского народа. Я верю в победный дух Карабаха, типа Арцаха. И заверяю, что Карабах типа никогда не будет в составе Азербайджана. Армяне не будут изгнаны из Карабаха, Армения никогда не будет отуречена, сказал Ишхан Сагатилян. Он выразил уверенность, что благодаря общеармянскому единству, сопротивлению, восстановлению триединства Армения, Карабах, диаспора, все трудности будут преодолены. Вот он, Ишхан Сагатилян, сделал такую речь. И вот я решил почитать комментарии, типа, что здесь пишут. Так, вот, Замедин Асланов записал. В 2020 году от боевого духа карабахцев типа не осталось, только один громкий пук. Ну да, Армения, Карабах проиграл войну, остался громкий пук. И вот Рауф Мусаев написал. Скоро на карте будет новое государство под названием Южный Азербайджан. Так, в 21 веке это век великого тюркского этноса. Это этнос не может быть загрязнен отбросами. Какой-то типа Арцаха. Какая типа Армения, он спрашивает. Нет никакой страны, одно название. Как были сателлитами всю историю, так и останетесь. Вы, наверное, единственная страна, у которой границы охраняет другая страна, то есть Россия. Даже в аэропорту службу несут российские пограничники. Это что за суверенная страна? Вы что, не способны даже паспорта проверить? Вы не способны проводить переговоры, вам няньки нужны, чтобы сопли вам потирать. А Дашняк Цутун это не национальная, националистическая, террористическая организация, а не партия. В общем, вот, написал Рауф Мусаев. В общем, вот такие новости. В общем, Сагатилян говорит, в Карабахе армянский дух, армянами пахнет. Есть такая, как сказать, русская пословица, поговорка, еще в школе учили. Пушкин стихи написал, там русский дух, там Русью пахнет. А Сагатилян говорит, там армянский дух, там Арменией пахнет в Карабахе. Ну, в общем, да, это есть такое выражение у россиян. Но тут это касательно для армян можно применить. В общем, вот еще тут Арей Каратюнян, вон на фотографии, принял участие в церемонии открытия русского центра в Ханкинди. Там они решили открыть в Ханкинди русский центр, потому что сейчас Путин за них, Путин с нами. И надо было, как сказать, показать Путину свою лояльность. Вот они, видите, собрание сделали. Президент Республики Карабах Арей Каратюнян 19 ноября принял участие в торжественном церемонии открытия русского центра Ханкинди, созданного по инициативе властей Карабаха. Так, деятельность структуры будет направлена на популяризацию русского языка, российской культуры и истории, развитие диалога и тесного сотрудничества в сфере образования. Извиняюсь. Благодаря имеющему богатому книжному фонду молодое поколение также получит возможность изучать произведения русских писателей.
Президент Карабаха отметил, что важность деятельности таких учреждений в плане дальнейшего развития армяно-российских связей в сфере культуры и образования. Открытие русских центров является еще одним выдающимся доказательством многовековой дружбы между армянским и русскими народами, ярким примером нашего тесного сотрудничества. В Карабахе всегда уделялось особое внимание изучению русского языка, и открытие центра в нынешних условиях более чем необходимо, сказал Арей Каратюнян. Так, подчеркнув важность инициативы, общественные деятели выразили уверенность, что центр станет важным культурно-образовательным центром для всех жителей Карабаха. Ну вот, Арей Каратюнян, только Варданяна не вижу, как сказать, где их госминистр. Арей Каратюнян на первом месте. А вот дети, которые будут изучать русский язык в Карабахе. В общем, все, открыли центр, Путин будет доволен. Почему Путина не пригласили в Карабах? Могли и Путина на открытие пригласить. Владимир Владимирович, мы открыли для вас центр русского языка, теперь вы с нами, вы будете нас защищать, потому что здесь, сначала русский язык, потом русские паспорта, а потом все, русская территория. Так, дальше поехали, что тут комментарии пишут. Русский центр открыли, типа, а почему не открыли французский центр, иранский центр тоже надо открыть? Типа, это азербайджанец пишет, Рауф Мусаев. Это вам не поможет, вы рассчитываете на приднестровский или абхазский вариант. Ну да, типа как Приднестровье, Абхазия, что-то такое. Там русский язык еще будет. Не пройдет ара. Все это выглядит так глупо, примитивно. И как это вы придумываете все? В общем, вот такие новости, ребята, видите. Что происходит в Карабахе? Начинают открывать русские центра. Типа все, чтобы Путин заметил, что все это для русских. Все, поддержите нас. А если сейчас Азербайджан пойдет в наступление, освобождать свои территории, русских обижают. Вы что? У нас русский язык, у нас все по-русски говорят здесь. В общем, чем дальше, тем ситуация все интереснее. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.